На несколько дней в году город Перник внезапно превращается в грохочущую, орущую толпу людей в жутких масках. Имя этому событию Сурва. Сурва – это крупнейший на Балканах фестиваль маскарадных масок. Представляет из себя как бы состязание групп, представленных различными селами, городами, может быть, областями, которые наряжаются и соревнуются между собой, ставят сценки. Сурва проходит на главной площади Перника. Вот сегодня пятница, первый из 3 дней начала, пока немного народу. Я специально приехал в пятницу, чтобы поснимать спокойно. Ну, пока немного народу, все только раскладывается, все только начинается. Немного истории. 1965. Началось это в 1965 году, когда Йордан Николов, сотрудник окружного совета по культуре, предлагает создать в городе Перник фестиваль, где будут представлены маскарадные группы всех этнографических областей Болгарии. В 2009 году Перник официально объявлен европейской карнавальной столицей из-за международного карнавального фестиваля Сурва. Уже в 2014 году Перник и Сурва попали в рейтинг National Geographic по наиболее интересным зимним туристическим маршрутам. В 2015 году Сурва входит в представительный список ЮНЕСКО нематериального наследия человечества. Да, вот во времена ковида я с удивлением обнаружил, что Перник в эти 3 дня имеет прям такие международные значения. Когда в Фейсбуке, в группах люди из Канады писали, уточняли, отменяется ли Сурва в этом году, где можно посетить маскарады, кроме Перника. Действительно, кроме Перника они проходят во многих селах Болгарии, но это не имеет более такой местный характер и, конечно, такого глобального веселья не проходит. Вообще обычай Сурвы приурочен к началу так называемого сельскохозяйственного года, не календарного, когда начинает таять снег и уже возможны какие-то сельскохозяйственные работы по уборке полей, подготовке к посевам и так далее. Центром, как бы главным действующим лицом Сурвы является так называемые сурвакари или кукеры. Как правило, кукеры могут быть только холостые мужчины, которые наряжаются во всевозможные костюмы из мехов, колокольчиков, больших, маленьких. Иногда используется, я видел даже маска, сделанная из щуки, очень жутко. В общем-то, соревнуются, кто кого переплюнет по зрелищности. И вот на главной площади Перника, в общем-то, проходит это представление, выходит группа из каждой области Болгарии и соревнуются в представлении. Пойду вернусь на главную площадь, посмотрим, что там сейчас происходит. Много точек с питанием. Достаточно все вкусно, но надо учесть, что очень громко, очень шумно. Я, чтобы снять, нарочно отошел в сторону. Все грохочет, взрывается, даже сирену кто-то притащил. Европейската столица на сурвакарските и кукерските традиции. Тази вечер по 17 часа ще открием тържествено нашия международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2023 година, град Перник, България. Представям на вашето внимание маскарадни игри, 7 години при народни социалистически
Фу, ребят, честно признаюсь, я замерз. И спасся в машину с горячим чаем. Что сказать субъективно по Сурве, по моему мнению? Вообще событие, праздник очень колоритный. Тем более мне интересно всяческие такие древние языческие ритуалы. Вот оно и есть. Но так вот одним днем приехал, посмотрел на кукеров, несколько представлений. Кукеры из села этого, кукеры из села этого. Поел вкусные сосиски. К сожалению, не на каждом шагу таких сосисок в Болгарии встретишь. Ну и можно ехать, в общем-то. Куда лучше, по моему мнению, было бы посмотреть весь фестиваль от начала и до конца. То есть приехать, прям снять отель, заселиться. Особенно, если вы летите из какого-нибудь Монреаля, так сказать, через полконтинента, прилетаете в шахтерский промышленный Перник, и тут вот громыхание вот этих кукеров, пляски, и я думаю, просто крышу свернет. Будет прям вау. Ну, а для меня что? Для меня просто... Ну, а для меня что? Для меня очередное колоритное представление. Поэтому решайте сами. И по поводу холода хотел заметить. Некоторые костюмы кукерские, они вот прям сплошной мех. То есть видно, что людям тепло, если не жарко. А некоторые вообще открытые. То есть там идет мужик с голым пузом там зимой. Я не знаю, там многие скажут, да, они там раки разогреваются. Да, скорее всего, так оно и есть. Но надо же понимать, что алкоголь дает только иллюзию тепла, что можно простудиться, застудиться, заморозить, отморозить что-то просто хны. Не знаю. Низкий поклон кукерам. Второй день Сурвы значительно динамичнее, как вы слышите, первый. Вот весь центр буквально забит народом и кукерами вперемешку. Все гремит, стреляют из пушек, очень шумно, но очень весело. Огромные пробки на въезде в Перник, и друзья говорили, что и в электричке вообще давка страшная. Поэтому если едете, то планируйте заранее.
стороны, конечно, в пятницу, в первый день приехать гораздо проще, проще перемещение, все такое, но нет такой атмосферы, конечно. Второй день гораздо интереснее. Как я понимаю, вот как за моей спиной формируется некая очередь из скутерских групп, которые будут по основной дороге идти к главной сцене, чтобы выступать идти к главной сцене, чтобы выступать. Ну и в заключение, если вы спросите лично мое мнение, то я считаю, что Сурву стоит посетить. Мне тут нравится. Единственное, рекомендую все-таки приезжать на все 3 дня, бронировать отель, спокойно жить. Первый день поспокойней, втянуться, второй день гульнуть как следует, третий день как пойдет. Не знаю, ну, с детьми, конечно, многие с детьми, очень многие с детьми, но я бы, наверное, не осмелился.